Привет всем, я Димон, вы находитесь на канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре электронная ударная установка от фирмы Nux модели DM8. Итак, поехали! На сегодняшний день это флагманская установка от фирмы Nux, и давайте посмотрим, из чего же она состоит. Итак, начнем с пэдов. Установка имеет 3 пэда под томы по 10 дюймов, также пэд под бас-бочку тоже 10 дюймов, пэд под малый барабан 12 дюймов, пэд под хай-хет 12 дюймов, 2 тарелочных пэда по 10 дюймов и пэд под тарелку Ride 14 дюймов. Еще хочу обратить внимание на то, что машинка под хай-хет такая же, как под акустическую ударную установку. Здесь просто устанавливается датчик и устанавливаются определенные проводочки ножного и ручного контроля. Также в комплект входит стойка под хай-хет, как у акустических барабанов, еще стойка под малый барабан, как у акустической установки, и механическая педаль. Ну и, конечно же, вот такой вот классный и стильный барабанный модуль. И все это добро держится на качественной, прочной, регулируемой раме. По раме еще стоит отметить то, что здесь оригинальные крепления для тарелок. И еще есть специальная выемка для дополнительной стойки на случай, если вы хотите повесить дополнительную тарелку. Ну а теперь давайте перейдем к мозгам и сердцу установки, барабанному модулю. Начнем с того, что это первый модуль на наших обзорах с таким качественным и интуитивным дисплеем. На дисплее есть фотографии барабанов и перкуссий, что очень круто. Помимо дисплея, здесь также есть фейдеры на каждый барабан, который вы будете задавать, регулируя громкость. Есть настройка каждого инструмента, большое удобное колесо для навигации, маленький пэд для быстрого прослушивания барабана. И остальные самые необходимые функции также вынесены на переднюю панель модуля. В этом модуле очень много функций, с помощью которых вы сможете настроить вашу установку специально под вас. К примеру, вы можете подстраивать любой барабан. Я вам покажу сейчас на примере малого, как это делается. Вот как раз наша кнопочка, про которую я говорил ранее, этот маленький пэдик. Вот он показывает, какой звук на данный момент. Мы видим здесь плюс 5. Здесь вот эта вот ручка инструмент. По часовой стрелке мы крутим. Тон у нас вывесит, против часовой малый становится ниже. Еще мне очень здесь понравилась и показалась интересной функция тренера. Нажимаем на коуч, смотрим, допустим, вот сюда нажимаем первое, заходим, Enter. Видим здесь, что у нас 16 идут с акцентами определенными. То есть мы можем, берем кнопочку Setup,
здесь регулируем, под какую, например, подо что мы хотим заниматься. Можно играть под 16 вот с такими акцентами, где здесь на вторую долю, на третью, на четвертую. Можно триоли играть, можно играть триоли на вторую долю, на третью, ну, полиритмические. Также с акцентом восьмушки, восьмушки немножко с другими акцентами. Ну, в общем, все усложняется, все упрощается, и вы можете здесь просто очень много всего, всему научиться. Ну и помимо этого, в модуле есть все стандартные функции, которые есть на практически любых ударных установках электронных. Это функция метронома, функция регулировки громкости всего, функция записи и встроенные мелодии. Помимо этого, есть даже эффекты, которые я вам предлагаю послушать. Помимо необходимых для барабана компрессии и эквалайзера, здесь еще есть овердрайв и реверберация, которую я предлагаю сейчас послушать. Сначала овердрайв. Это без него. С помощью овердрайва вы сможете прорезать какой-нибудь плотный микс. Ну а теперь давайте посмотрим реверберацию, послушаем. Меню, эффекты, реверберация, нажимаем. Вот без нее. Вот с ней. Ну и теперь давайте посмотрим заднюю часть модуля. На задней части у нас есть два дополнительных отверстия для возможности подключения двух дополнительных пэдов, если они будут необходимы. Также есть MIDI-выход, AUX-вход для подключения разных устройств. Также есть порт USB-A для подключения флешки и порт USB-B для возможности подключить этот модуль к вашему компьютеру и использовать ваши любимые VST-инструменты. Ну и в заключение хочу сказать, что эта ударная установка меня очень приятно удивила. У нее очень здоровский дизайн, она очень классно сделана. Здесь, кстати, я не сказал, сетчатые пластики от Remo. Ощущения от игры более чем положительные. На ней прекрасно чувствуется динамика. И да, это действительно флагманская установка по всем параметрам. А что думаете вы? Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А с вами был Димон. Пока. И все это добро держится на прочной, удобной... Почему это смешно? Да. Всего лишь палочки упали. Да, да. Сейчас. Ага. На задней панели у нас есть два дополнительных... D2. Давай еще раз.